Всем здравствуйте. Это я. Вот они говорят, что Снова. твоя душа На уникальная, сегодня семечко. оценивают именно то, чем ты себя окружил. Ведь если у тебя уникальная душа, так окружай А себя все равно уникальным вокруг. Но Один. если взять Так. мои наблюдения Я за уже появился. последние 10 лет, Чем будем заниматься? то почему-то у всех души Вот это? Да. есть, Так да, и есть. Будем изучать вот это но вот. все, чем они окружены и чем они живут, почему-то не по душе. Написано, кстати, среднее время изучения 23 минуты. Вот это Это вот всего правда. раздела. Я это знаю, я Вот где так оно? уже, Где-то внизу, может. слава богу, жил осознанно, Короче, и когда не думал, разворачиваешь что экран, еще справа вот здесь вот что-то написано будет. среднее время изучения на все вот это вот, на все. Но Привет, Руслан. как Как это? всегда, самый быстрый. Спасибо большое. А это так, Это. что И это что это душа-то ваша растягиваю? уникальная, но вы ее не Это что я слушаете, не растягиваю слышите вообще? очень давно. Она Что вас сейчас выбрано? воет, А, фон. Не-не-не. плачет, Короче, что-то как может хочет, быть среднее время изучения не вот этой дает вот вам штуки? покоя. Все ваши беспокойства и потери смысла жизни, это 23 чувства, что минуты вы вот просто всего душа раздела. ваша. Это сейчас одна из частей. А то, чем вы Весь раздел, увлекаетесь, говорят, изучат 23 это минуты. просто Как он может изучиться за то, 23 чем вы минуты, если это окружены. видео? Но вы Thanks, Одно Aaron, видео for that для идет nice себя не introduction. пятьдесят 5. So, Вот hey, на chat, видео, I'm вот Вы не 55 минут. сдерживаетесь, вы Че, попали в прикалываетесь? ловушку Твич, вы издеваетесь надо мной? Да я прикалываюсь. Ну, удивительного Твич, я потока ничего не хочу эмоций, предъявить, но, чувств, типа, время посчитано реальных, неверно, потому вы что я сейчас очень душный. совершать неосознанно. Так Я это сложилось, видео буду смотреть что 2 часа, наверное, с эти месяцы перемотками, я чтобы со поначалу не смыслом, чтобы был все разрешен понять. слушать. Если где-то не Ведь расслышал, я знал перемотаешь. баскетбол смотреть достаточно, Короче, мне кажется, всем футбол. семечки, ребят. Сегодня мы на Как районе именно семечки влияет на вас прилеталось. социум? Щелка, Если у вас щелка. сейчас есть Ну, окружение, так, правильно. какой-то, может, друг или подруга, да вы их тоже не выбирали, просто так сложилось. Вы же можете выбрать, с А, я кем думаю, еще откуда у звук? вас Вот разговор. отсюда. Не надо мне. Да, я не заметил. Я просто без наушников был. А звук только в наушниках вводится, я его так не слышу. Ну, типа, надо очень громко сделать, чтобы наушники тоже слышали. Ну, чтобы слышать, что в наушниках что-то играет. Я извиняюсь. Это я вкладки просто немножко открывал. А YouTube как устроен? Откроешь YouTube, и он автоматом начинает воспроизводить. Я вроде нажимал паузу, но она сказала извините. Кажется, я настроил кодировщик нормально, и сейчас вообще на Твиче должно изумительно быть. Ключевые кадры само делает. О. Пока что за все время косяка только час дал. Не вижу ни одной просадки. Это фу-фу-фу. Кайф. Кажется, я все-таки... Последнего стримов 5-6, может 4. Я тестирую. Я в настройках разные выставляю. И хотел, чтобы какая-то настройка попалась. Вроде попалась нормальная. Вот желтая максимум, красного ни разу не было. И битрейт четкий. И ЦПУ с предыдущими настройками процессора был занят на 17, ну 15-20% в этом диапазоне. И просадки были. А сейчас процессор занят на 5-7%, но 7,2 максимум я сейчас увидел. А так 6, 6,9, что-то 5,2. Вот. Ну сейчас 6,0. Процессор меньше занят, и битрейт нормальный. То есть все по кайфу. Так, YouTube в любом случае должен вещать нормально. 30 кадров в секунду, все, поддержит 29, пойдет. Желтенькая, салатовая, зеленая. Кайф, кайф. Все, ребят, Twitch просто заделай, короче, Twitch. Давайте так, спасибо за эти слова, погнали. Recently joined Twitch as head of trust and safety. And my team includes the policy team, the team that writes the guidelines, Команда and политик. the team that handles the reports and enforcement. So I'm excited to be back here at Creator Camp, answer the questions and stuff because Короче, какие-то вопросы. starts on this new policy. I'm glad you reinforced that because, Angela, I was muted that entire Вот это громко очень. first section. Welcome, everyone, to Creator Camp. We're doing a lot of things live today. I'll recap what I mentioned because I was muted. Technical difficulties. If anyone has a muted emote, please throw it live in the chat. Angela just introduced herself. I'm so glad that she's joining us today. My name is Erin. I work on the marketing team here at Twitch. Какой-то акцент прикольный. Такой, типа, ирландский или что, веселый такой. Вот эти девчонки сразу же наушники. Прикольно. Ну, типа,
говор приятно слушать, он очень бодрит. To be the advocate for the community and to help go through all of the content here today. I don't write policy, I don't work on them. That's what Angela the expert is here to твич help us cover. изучать. We previously did a creator camp back on December 11th. We also hosted a Twitch town hall where we talked about what this policy was like. So today we're not going to go through the policy itself, but instead we're going to cover a lot of frequently asked questions that we've seen across Twitter, across the user voice that we saw during the town hall itself. And we wanted to make sure that you had all of those questions and fully understood what the updates to the hateful conduct and harassment policies were. Because the policy живой. Все вроде эти не русскоговорящие люди, насколько я знаю, усредненное мнение о русском языке, что он очень такой, типа, грубый. То есть, ну, по факту у нас нету какой-то супер эмоциональной составляющей в словах. Скажи ты так или так, смысл будет примерно одинаковый. По-моему, японский язык там от интонации вообще и китайский, там от интонации одно и то же слово вообще меняет, чуть ли не на противоположное значение. То есть вот язык эмоций. И это прикольно. То есть ты как будто бы говоришь и проживаешь это, ты делишься эмоцией. Это очень круто, потому что мы не можем словами выразить именно то, что чувствуем. Вот. Это почти нереально. И когда до этого додумается человечество, то, во-первых, взаимопонимание будет на дичайшем высоком уровне по сравнению с тем, что сейчас. И да будет круче. Так что я за то, чтобы мы могли делиться чувствами и эмоциями, которые внутри, так, чтобы человек их тоже чувствовал, то есть понимал, что чувствуешь ты. Вот это вообще круто, мне кажется. Я поэтому до хрена говорю, потому что я эмоциональный. Хочу делиться эмоциями. Actually goes live tomorrow, Friday, January 2nd at 10 a.m. Pacific. So we're going to go through all of that today. If you have questions, please make sure that you use exclamation point. Какой чат писать? We have a bunch of wonderful people behind the scenes that are tagging those questions so that Angela and I can go through them at the very end of today's creator camp. If you haven't read the policy, I would highly recommend that you do that. In the previous VOD that we did, we also did a deep dive. So if this is your first experience, I would recommend pausing here, going back, reading the blog and the information that we put out, watching that video, and then coming back. Дайте ссылку на предыдущее видео. Make sure that you have all the information that you Они need говорят, предыдущее видео to посмотреть. understand kind of the questions that we're going through today. So, that said, let's go ahead and focus on those questions that we got through social user voice. Да, я понимаю, Руслан прикалывается. В какой чат я напишу. И помощники тут прям в этом будут реагировать. Типа, что-то на нереальном. Хотя можно, если есть машина времени, отмотаться к ним в эфир, поглядеть, задать вопрос, потом вернуться сюда, и они будут говорить: ВиктОр Бест задал очень интересный вопрос. Он из Беларуси и говорит, как хорошо жить. And the town hall. Если не было слышно, я тяжело вздохнул. Спасибо, Эрин. But we do have amazing people on our team. So thank you for that gracious call out. Again, I'm just going to repeat a little bit what I said. You know, my team does include... Да, точно. Пишите это, ваши вопросы. Блин, жалко. Сейчас зрители такой, ты, наверное, Руслан, смотришь. А так, короче, все зрители, кто зайдет, жалко отмотать тоже на твиче, вроде в трансляции нельзя. А может и можно? Я вроде не видел. Ну, в общем, пишите восклицательный знак и ask свой вопросик, и мы сделаем влог. Витя отвечает на вопросы подписчиков. Да, там следующий влог. Если вы не смотрели предыдущий, то отмотайся. Там Витя показывал, что у него в сумочке. Оперативная команда. Оперативники получили. Давайте вопросы. Политика какая-то.
I'm going to echo once again about if you do get a chance, please go read the policy. I know Как политику можно прочитать? That it really focuses on examples with goals to make the policy easier to understand for not only the community but just anyone that's interested in understanding. I'm really proud of the team with the examples to show this write-up, so hopefully we create more clarity on what the policy means. Yes. Yeah. And just to echo what I said before, we are going to go through some FAQ, but we are going to allow people to ask questions. Давайте частые вопросы. Some of you here that are joining us in the Я chat. только что присоединился. Everybody, we see you. If you use exclamation point ask, мне все нравится, где оставить отзыв. The people that are working behind the scenes will tag those questions for us, and then we'll get us all of those questions at the end so that we can answer. Вот я не прочитал предпоследнюю строчку. Как ее? О, я сильно далеко перемотал. О, чтобы наши могли отметить вам. We'll get us all of those questions at the end so that we can answer them in the second half of the stream. Great. And so I want to set expectations. Какой формат? А4. Aaron, is that we're not going to be answering, гипотетические вопросы вроде откуда плавает or do X, will I get suspended? Because there are a number of factors in context that are контекст влияет на то, что забанят или нет. Смотря в каком контексте делать дичь. We're going to talk about the principles and the spirit of this policy and what we're trying to accomplish. Yes. Great clarification. Our policies in all of the scenarios that we get are typically people saying, can I do X and can I do Y? And it's hard for us to give a yes or no answer because there are so many factors, like you said, that determine how that policy is interpreted and how that action is interpreted based on what we know around the situation. So a lot of the times we can't give a yes or no answer even if you want to give it because it depends on so many different things that we can't predict without all of the relevant details. So now that we've covered what we're here today to talk about, we've covered the Q&A at the end and how you can get involved in that. Let's go ahead and jump into it. So immediately after we made the announcement that the policy was changing, that we were launching some updates, we saw concerns from the community raised that the update wouldn't yield meaningful changes because it really relies on us applying that policy fairly and consistently. So can you speak to what your team is doing to combat that, ensure that we are doing that consistently across all of Twitch? Как команда следит, чтобы правила одинаково? Недоверие. В прошлом мы не всегда корректно следовали нормам. То есть они на переломный момент твича был когда-то. And to accomplish this, I think it's important that we share that we've invested in people and technology and process in 2020. Because when we think about trust and safety, it goes across all of those different areas. And specifically, we've added global staff and deep training for all. Курсы для команды безопасности создали. And I have to say, I've had the chance over the last couple months to look at their training programs, and I'm really impressed with what they've implemented. Прикольно. Типа, стали за безопасность больше. For this policy, we try to reduce the более gray areas ясные to make the условия guidelines хотят more сделать. clear. So that both the community and the Сообщество Twitch и influencers наша планета can focus on the не health испытали труда. and consistency of our policy. Our goal is Наша задача пояснить, какой контент запрещает новая политика. Я узнаю. I was reflecting a lot. Я думаю, позитивный I контент think не there's a lot запретят of никогда. confusion Скажем, around не знаю, confusion around the factors that come into play when making an enforcement decision. I know that some people think it may seem inconsistent because the information used to make a decision is not always publicly available because privacy is important to us. So I want to share, enforcement decisions depend on multiple factors: the severity of the violation, the user's strike history, and whether the violation is repeated. So for an example, a streamer may have received a warning. Одно и то же нарушение, один стример может получить такое уведомление, а другой, наверное, потерять канал навсегда. Но другой, кто уже не раз получал предупреждение, может быть наказан быстро. Да. Я поэтому и говорю, если что, администратор твича, пожалуйста, правильно говорится, наверное, администраторы платформы Twitch, чекайте, если вдруг что-то я отхожу в сторону, где-то отправил, вы меня, пожалуйста, предупреждайте, чтобы я, типа, понял русло. Но мне кажется, пока что я ничего плохого не делал. Да и, в принципе, не собираюсь.
Единственное, чего, может быть, нельзя вот эти авторские всякие вот видосы с YouTube смотреть, не знаю. Тогда, ладно, будем играть в игры. Покер. Когда мы принимаем меры, то предоставляем всю эту информацию автору. Ой, что это было? У вас тоже у меня в ухе вот это... Ой. Ой, спасибо большое, Лайн, диджейка. Дякую. Это приятно. Сейчас послушаем, через 7 секунд. Ну, жизнь какая. Ну, сейчас будет. А сейчас не было перемотал. Значит, что-то... When viewing cases that on the surface appear to be the same, because we take the subject of consistency extremely seriously. Значит, компьютер мой что-то лаганул. So it's fair to say that, you know, on the ситуация surface похожа. it may seem the same, but context and background is really important, and not everyone's able to see that. And then going back to the training piece, which I think is important for people to realize, is that, you know, for a policy change like this, короче, главное сильно не нарушать. And also we've been listening to the feedback. So we spoke about this policy 6 weeks ago. Очень длинное видео, я пока ничего интересного не слышал. Ну, толком. Я вот подытожу. So I also want to make sure people realize, like, we do take the feedback on board, and we are trying to do better when we roll out these big policies. I think it's important to recognize that we also do, you know, rigorous comprehension testing with our team to ensure all members understand the policy and they're going to enforce it consistently. The other piece that's really important is quality assurance. So in addition to working to make sure я контроль качества не пройду. policies У меня камера we некачественная. also want to monitor and improve this proactively. So we've developed a program where Десятки тысяч жалоб, охереть. Ну, людей-то много, да. Некоторые даже мисклик могут. So if we see any mistakes, we correct them. We then share that learning piece. Сейчас, секунду. Ну, только чуть-чуть стула. Back to the person that originally handled the case. This creates kind of a virtuous cycle of improvement to hopefully ensure that we're not repeating any mistakes. And we've made some improvements and surpassed our initial target of 99% точно, это круто. But you know what, there's always room for improvement, so we're not perfect. But we're going to also invest more in the quality assurance areas in these specific areas in 2021. Не тогда ли случайно на Твиче начали банить злостно, и на Ютубе, по-моему, многих. Наверное, этот год был переломный именно в плане, все захотели более легкого развлекательного контента, а не жесткого трэша какого-то. Because you just said so much great stuff. Столько всего сказала. There's like so much good stuff that you said there. One of the things that you mentioned in there was like consistency in reporting and reporting feedback. And I want to let everyone know right now, we are going to talk about reporter feedback here in a little bit. So if that's something that you came and you were like, I want to know what Twitch is doing, if I get reported or if I report someone, we will get there. And we have examples to show you. So I'm so excited about that. But really the behind the scenes stuff, I think, is a really big piece, just to reiterate, right? Building in significant training. This 6-week period between the time that we announce at the time we launch is not just for the community. There's a lot of rigorous testing that goes in there. The fact that we are reviewing reports that we quality check so that we can retroactively go back and train, that's a lot of insight that the community hasn't heard before. So I'm really glad that we covered that. And I just want to like reinforce that those are things that we're doing in addition. It doesn't just roll out and then we don't think about it. We're reviewing them to make sure that we're learning and ensuring that they're consistently applied and doing those trainings. So it is super great to hear that we are doing that kind of investment with improving enforcement consistency, both with training, you know, reviewing them after the fact, and doing all of those investments like behind the scenes, like I said. So I know that we have a couple of follow-up questions about those enforcement decisions, one of which is who decides on the suspensions bans, right? We talked about the fact that
the context really matters. So when those things are coming in, who is deciding on the length of the infraction and how that results in a suspension or a ban? That's a great question. And just to go back a little bit to also what we're doing this time with this rollout is that we're running daily reports. So just because we launch tomorrow, we've done all this training here. Кто определяет блокировку? О, опять провисло. Супер. Первый раз увидел красненький значок. Implemented from an operations perspective is aligned with the policy and how the product is actually aligning to Да. as well. So I do want to call that out. And to answer your question, it's команда безопасности. They review every report and they determine the appropriate enforcement if we believe that a violation has taken place. So each enforcement does have a predetermined suspension length, meaning that specific behavior should always receive the same suspension. So we shouldn't be doing anything different with that. There are going to be exceptions. You may be suspended if your report and they determine the appropriate and have a predetermined Срок определен заранее. Meaning that specific behavior should always receive определенное поведение всегда влечет за собой одинаковое показатель. There are going to be exceptions if you're a repeated offender. Илья, so, you may be suspended. Илья, да, троху понимаю, что, приветики. Но тут есть субтитры для таких, как я. Без субтитров я бы и половины не понял. А то и 70%, и 20, и 30. Как-то так. Пришлось бы 500 раз перематывать. А так я читаю субтитры и погнал. Блин, я не переименовал стрим, да? Вот дебил. Мы до сих пор Габарика и Сталяйка смотрим. Хайп. Угу. Дурачок. Изучаем стрим. Ой, изучаем твич. Изучаем твич и его правила. Хорош, на английском написал. Хай. Знали, что если Ctrl-Shift зажать и в стрелочку влево, то оно выделит все, что слева, по словам? Ага. То есть, типа, Ctrl — это выделение, Ctrl и стрелочки, типа, в тексте. А Shift — это через слово прыгать. То есть, Ctrl-Shift и стрелочка влево выделила слева слово. И так по словам. Так быстрее, типа, чем просто Ctrl и влево стрелочку. Так по буквам будет, а так по словам быстрее. Так, постоянно нарушает правила кто-то. If you're constantly doing it, this may seem a little bit different. But also, if you have a user who submits a valid appeal, their suspension could be reduced. So those are two variations to what I said above. Yeah, again, the context is like really important, and sometimes that context isn't readily available to the community, but there are things that we look at behind the scenes that may impact that. I think it's also worth calling out that we can put these policies into place, right? But we understand that that's not going to deter some bad actors, and it doesn't mean that new policies are going to be 100% effective in removing all of those bad experiences. So we also have teams at Twitch that are dedicated to proactively reducing harm, right? Our goal is to reduce it as much as we possibly can, but unfortunately, all of those things put in place, we're not going to be able to prevent everything. And so we certainly don't want that behavior on our site, right? We don't want that on Twitch, and we really, really want to encourage users to report behavior when they see it, right? Our safety team doesn't know to act if the behavior isn't reported. So if you see it, please report it so that we can take action to either figure out how we can proactively do it, or we can take the necessary action to remove that user from Twitch. Yeah, I think it's really important because this is we can take the necessary action to remove, or we can take the yet please report it so that we can take action and we can use those learnings to either figure out how we can proactively do it, or we can take the necessary action to remove that user from Twitch. Yeah, I think it's really important because this is our community, and safety is all of our responsibility. So again, it's really crucial that to your point, that we have community members. If they see someone doing something that hurts others and violates our community guidelines, please report it. We're grateful for your help in making sure we can take action and keep the community safe together. Yeah.
I know that we talked about reporter experience, and so. Приветики. По успехам нормально. Английский изучил. 13 минут посмотрел, почти 14. Осталось 40. Это один урок. Но это не урок, это какое-то общение. Типа, был стрим когда-то, и они общались по новой политике, которую в 2020 году приняли. Политика твича, типа, о нарушениях и все такое. Ну, уроки, в принципе, как будто бы я это все где-то знал. Пока что за 14 минут я ничего такого супер интересного не услышал. Из интересного, ну, не нарушай правила, грубо говоря. Так вон же написано, правила сообщества. Ну, говорят, не нарушать правила. И много зависит от контекста. То есть кто-то может, грубо говоря, послать или унизить кого-то. И другой может сделать то же самое. Но в зависимости от того, в каком контексте это было сделано, могут быть разные наказания. А еще зависит от того, сколько раз ты до этого нарушал правила. Все как обычно. Как у тебя самочувствие? Уставашка или нормально? Ну, уже 10, в принципе. Можно уже и отдохнуть. P2P, торговля, азартная игра. Ладно. Ваше мнение. В Минске 2 девятиклассницы подожгли икону Божьей Матери у кафедрального собора, прикинь. Свои действия с 15-летней школьницей в черных платьях и темной помадой на губах несмотрительно фотографировали и снимали на видео. По сообщению СК, Следственный комитет, как его, прихожанка, которая проходила мимо, заметила происходящее. Она забрала икону и ушла в церковь. Школьницы покинули место происшествия. Это жесть. Это, ну, я считаю, что это посадка. Ну, типа, все. Значок хэштега безоговорочно. Возле церкви это очень сильно оскорбление чувств верующих. Полить икону возле церкви. Если ты хочешь этим заниматься, ну, скройся где-то. Ну, дебилки немножко. Не понимают, что есть верующие люди. То есть, типа, никто из верующих, мне кажется, им ничего плохого за то, что они неверующие, не сделает. Типа, не будут это издеваться над ними или там палить, я не знаю. Вот есть что-то у неверующих людей, какой-то атрибут, типа вот как икона у верующих. Типа на их местах неверующих. Что дальше? Дурочки, это капец, это жестко, это, ну, типа, я не знаю, за что наказали, когда покемонов ловил возле церкви. Я слишком громко? Извиняюсь. Короче, ну, типа, покемоны, да, дурость, но это, типа, не икону жечь возле церкви или в церкви. Это вообще жесть. Так, женщина забрала, прихожанка, икону, несла в церковь. Школьницы покинули место происшествия. Получив сигнал, правоохранители сумели разыскать нарушительниц. Блин, чтобы в большом городе кого-то не отыскать, это вообще невозможно. Камеры сейчас лица распознают, и вот так вот просто выщелкивается. Все знают, где ты, Слава, ходил сегодня. Где я. Типа, по Минску невозможно скрыться вообще. Ну, не знаю, в парках только. Так ты до парка пока доберешься, ну, типа, весь маршрут твой отслеживается. Из парка вышел, ты тоже, блин, везде на виду. Везде камеры, на всех правительственных зданиях, на всех государственных, на всех магазинах, в метро, в транспорте. Почти во всех уже это. О, кашу. Ну, все, мы под куполом. Все-таки земля плоская. Извиняюсь, это я прикалываюсь. Если кто-то не согласен, можете меня осуждать. Так, получив сигнал, их разыскали. Ученицы 10 класса одной из столичных школ доставлены в милицию. В смартфоне одной из них обнаружили доказательства совершения преступления. Пишет .бай. .бай. Ребят, сайт называется вот. Блин, где? Ой. Вот. .бай. Блин, ну, короче, видно было. Заблюрив лицо девушки, сотрудники милиции продемонстрировали один из кадров, обнаруженный на мобильнике. Ну вот он. Не знаю. Узнается девочка? Я нет.
Так. Судя по изображению, речь идет о репродукции иконы размером с открытку. Такие продаются в церковных лавках. Кроме свидетельства преступления, у собора в смартфоне обнаружили также код. Вот видите, код фото. Вон написано. Код. Ну, что-то там, какой-то символ должен был быть. Обнаружили также фото свастики и иные фото нацистской направленности. По отношению школьницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 «Злостное хулиганство». УК РБ проводится следственное действие. УКшка, тем более злостное хулиганство. У нас хулиганка всегда наказывается. То есть, ну, я, насколько знаю, тебе в любом случае штраф появится даже минимальный, не знаю, крикни просто в общественном месте. В Беларуси легко. Ну, почти, да и в России, мне кажется, плюс-минус одинаково. За хулиганку вообще, за любой, просто плюс-минус отклоняющийся от социального поведения среднестатистического поступок, все, хулиганка. А здесь злостное хулиганство — это укашка, это не административка, это уголовка, это жестко. Это минимум, охереть какой штраф, минимум. Я думаю, будет либо домашний арест, если хорошее знакомство есть, либо этот хэштег. Сообщает, что следствие рассмотрит вопросы дополнительной квалификации действий. Ну и про икону тут пошло. Ой, ну, дебилки реально. Я не понимаю, что в головах. А зачем я телефон разблокировал? Инст почему-то открылся. Что я хотел? Хрен знает, что я хотел. Как обычно, телефон открываешь, думал посмотреть время, все сделал, а сколько времени, непонятно. О, про работу прочитал, Слава. Ну кайф. Завтра приедешь, я буду рассказывать про свою работу, которая у меня сейчас. Я не хотел про нее говорить, потому что еще, грубо говоря, не устроился на нее. А потом устроился, и типа уже вроде все нормально. Поэтому можно рассказывать. When they should start expecting to see those reporter feedback emails. So can you give us some insight and more information about Получим мы письма с подтверждением жалобы. So just to go back a bit, is that in the mid 2020, we added a confirmation email to the flow. So what that means is that when you file a report, you should receive an immediate confirmation that your report was received, so that you know, yes, we received it. It did not just go out in the ether. And then once it's filed, each report is then sent to a member of our team for review. So it's actually sent to a human being to review each time you file a report. The time to resolution, though, is dependent on a number of factors. One of them is the severity of the incident, you know, the evidence we have available, and just the size of that reporting queue for that day. We know that, you know, getting feedback on the status of the report is frustrating. So in December, we started our journey of sending you a notification. We've taken action on your report for the reason you reported. This new notification is part of our ongoing push. So we're on a journey. We're definitely still have a lot of work to do, and we're going to continue to iterate, you know, on this in 2021. But for now, you're only going to receive a notification if the enforcement action that we take matches the reason you reported it. So if you reported spam and the account you reported was suspended for spam, you'll get an update. I think, you know, the challenging part is that unfortunately this means in some cases your report is made in good faith is not going to receive feedback. Our product team, I just want to say they're working hard on ways to improve this and experience and expand the availability of the notifications. There's actually two other reasons why you may not receive a notification I want to call out just really quickly. One is if you didn't take action, or the report relates to an alleged criminal behavior. And we don't come back to you and share that with you because we don't want to impede law enforcement's ability to investigate. Again, I'm going to iterate one more time. I know that you may not receive feedback, but each report you submit is reviewed by a member of our team. And I can't stress enough how important it is that your reports are filed because it helps with the overall health and safety of our community. Yeah, I think understanding what happens after you file a report is important. So it's great to see that we are making improvements to increase the clarity around what happens when you file that report. One of the things we talked about in the last creator camp is really about how those work.
So again, if you haven't seen that creator camp, we do talk more Какое-то about видео я that. пропустил, хотел So качество. definitely check out that previous video. I also want to make sure that while we're on the topic of feedback and notifications, that we're also talking about the flip side, which is what Twitch is doing to ensure that creators have a better understanding of why they were suspended. Yes, and to share for people who haven't been suspended, when someone is suspended, they receive an email notification that explains the details of that enforcement. And last quarter, the team they rolled out basically a great update where we give more notifications with more details of what that information is. So right now, it includes the violation that was incurred. We also give you a link to our community guidelines and the relevant policy, and if we can, we give you a couple examples, and then the creator has a better understanding of how not to avoid violating. So like, how can we ensure that we're providing education back to the creator so they understand why they were actually suspended? We want to help people understand that so they can avoid it also in the future. So again, it's also about education. I know we're talking about suspension, but it's also like, how can we help you understand so we don't keep violating our policies. And we're actually improving this even more this year, Aaron. So the good news is we're going to add more about the content type. Кстати, у меня появилась настройки качества. Нет, только автоматически 1800. Ой, 1800. Может быть, это со временем, когда у меня будет больше канал в сабате, он больше может появиться, потому что в настройках я такого не нашел. Типа что настройка вывода 1800 пошло. Title, the creation date, and the type of content that's being actioned on. So creators have a much clearer understanding of why they received an enforcement. Because I think clarity is kindness, and the more information we can share, I think the better we can help with education to avoid any type of reviolation. Yeah, so we talked earlier in this creator camp about the fact that we don't make those decisions public. We leave it up to the streamer whether they want to provide that information to their community or not. So if Twitch is working on providing more information to the streamers, why would we not just make it public? Which I know Chad is asking, so I figured we should just cover it now and talk about that. Of course. And I can understand, but we don't make suspension links public because we're concerned that some bad actors, they would use this information to try to evade account enforcement. So by keeping it confidential, we keep the whole community safer. I know that's not the ideal scenario, but also we want to take into account how do we ensure that bad actors aren't abusing the system. Yeah. So switching gears a little bit from that, we saw a massive response from the Twitch Town Hall after people had a lot of questions about specific words that you are or are not allowed to use under that new policy. So I know we've talked at length about this behind the scenes, and Короче, будут запрещенные слова, если что, осуждаю. As a result of that. So I would love to give you some time to speak to that now. Какие слова нельзя использовать? Yes, and you know my opinion on this. So I'm glad we have another opportunity to get some clarity today. For those who missed it, at Town Hall, there was questions raised about whether you can use words like simp, incel, and virgin on Twitch. And the answers we provided at the time, I don't think were clear to everyone. So let me start out by saying there's not a blanket ban on these words. Сами слова не запрещены. In other words, using the terms aren't going to lead to enforcement. It's really about impact. So I wanted to take a step back and talk about the policy because I think this is what's really important to clarify what our intent is with this. And I'm going to just read, what our policy actually says. Harassment is any content or activity that attempts to intimidate, degrade, abuse, or bully others, or creates a hostile environment for others. And Twitch is considering, a number of factors to determine intent, context, and the impact of any, reported harassment. Our goal here is to find, the definition is clear that using terms, so whatever the term may be, whether it's commonly used as an insult or not, but if you're abusing others and you've been given an indication to stop and you continue to break the rules and continue to harass somebody, that's when you're going to be in trouble and we'll have an enforcement. And I guess it's, on the flip side, we take many signals into account when we think about enforcement and determine when someone is harassed. So again, it goes to context of the conversation and whether or not the
behavior was wanted or unwanted. So I want to also say that our policy... Короче, если большинство одобряет унижение, то нормально. Ребят, короче, такое правило у меня вводится на стриме. Когда я кого-то оскорбляю, большинство должны говорить, да, он такой, он плохой. Does allow for, mutually acceptable banter, Дружественно почувствовать можно. but we're going to take action when there's an indication that it crosses the line into harassment. Yeah. Leading after the town hall, I had a lot of creators come to me specifically about, okay, well, if that word is banned, right, and we just talked about that it's not a blanket ban, it's in the way in which you use that, in the context in which you use it, which led to a lot of people wanting yes or no questions about this word or that word or specific ways in which they can talk on Twitch. But as you just described, there are many factors that go into assessing whether the words that you're using or the actions that you're taking would fall under our hateful conduct or our harassment policy. Короче, подшучивать можно. Алло. Такое можно, как сказали. Нападки устали. Свет не надо выключать. Если что, в Телеграме мне позвони. Если что, я не буду слышать, что не кричать. Просто в телегу набери мне, если выключать надо. Свет выключить или закончить стрим, хорошо? Все. Что-то еще? Что-то еще? Так смотрим. До 11 посмотрим. Могу раньше, могу без 15 закончить. Понял, что тебе как комфортно? Могу сейчас даже. До 11, до без 5. Окей, все, ребят, максимум до без 5-11 стримим. То есть это 31 минута максимум. Так мы не успеем досмотреть. Все, тогда где-то до 35 каких-то минут посмотрю, то есть минут 15 еще, и остальное завтра. So, as just blanket advice, my advice to anyone that's concerned about whether or not something that you may say would be a violation of the policy is really to take a step back and consider. Если вы боитесь сделать какое-то запретное действие, она даст вам один совет. Я думал, она скажет, что с интернетом. Ну, вроде появился. Хорошо, а он сказал, говорит, если вы не знаете, боитесь типа ошибиться и допустить ошибку и нарушить правила, я вам дам один совет. Я думал, он сейчас скажет. Перед каждым разом, когда боитесь, говорите осуждаю. Подумайте, могут ли ваши слова или действия задеть или ранить другого человека? And that includes a lot of things, like, do you have a relationship with that Хорошо ли person? вы Do знаете you know them собеседника? personally and have a mutual relationship Вот, that от allows отношения you to зависит. tease or trash Прикольно, talk? Is так that это something that's как part в of your жизни. relationship with that person or that is known publicly? If not, it's probably best to avoid saying things that could cross the line, right? Look at indicators. If you say something in chat and somebody times you out, it's probably an indication that they don't want you to repeat that behavior, right? So look at really what's going on, read the room, and at the end of the day, the policy really is meant for us to have users respect each other. We want to provide a space for you and for others to express yourselves, but not at the expense of the safety or the well-being. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. We also received several questions about the policy and also received is meant for us to have users respect each other. We want to provide a space for you and for others to express yourselves, but not at the expense of the safety or the well-being. Yeah, exactly. We also received several questions about the policy and how it interplays with tools like AutoMod, right? It's really important that our policies are backed up by the product, right? So I think it's worth clarifying that there are a few slurs that are withheld from chat regardless of whether or not you have AutoMod enabled. There are some words that we do not allow in chat. There are others that are held at different levels of AutoMod or are all levels of AutoMod depending on the severity and the rate at which you turn. Это автомат бывает, удаляет сообщения. А есть слова, которые вообще никак не написать в чате твича. Twitch автоматом не пускают сообщения с такими словами. AutoMod on level 1, level 2, level 3, etc. based on those various settings that you can read in your dashboard. That's not a change in our policy, right? We don't, as just a general safety mechanism, publicize or confirm exactly what
terms are held at automat or are blanketly banned, because again, to your point about bad actors circumventing the information, we want to ensure that they don't say, okay, well, this version of the word is banned, but not this one, and so I'm going to use this one instead, right? So look at chat, look at the things that are being held, look at whether or not your message was timed out, and really use that as an indication to assume whether or not your actions or your words could be a violation of the policy. Yeah. So on that topic, I think we should talk about those words, right? Like, how do we as Twitch evaluate the use of slurs when something is reported? Yeah, and I do want to call out, you know, to your point, we don't publish the terms we consider slurs. Это же прикольно, можно автомат, грубо говоря, отключать, как Кимпель говорил. В любом случае, самые жесткие сообщения не пройдут. А я бы хотел, чтобы у меня в чате маты не писали. Не в принципе, а типа хочешь матернуться, одну буквочку какую-нибудь замени на звездочку или на другую. Ну, там поставь цифру какую-нибудь, какой-то символ. Типа не пизда, а П, там, не знаю, вопросик с да. Понятно же, что ты хотел написать. Но как будто бы не мат. Смотришь и читать приятно. Там же не написано вот именно. Да, вот это. Извиняюсь. It goes back to, like, we don't want really to keep the community. We don't want to be giving bad actors a roadmap to abuse our community. I know this is tricky and it can be frustrating, but it's really to keep the community, right? Like, how do we as Twitch evaluate the use of slurs when something is reported? Yeah, and I do want to call out, you know, to your point, we don't publish the terms we consider slurs. It goes back to, like, we don't want to be giving bad actors a roadmap to abuse our community. I know this is tricky and it can be frustrating, but it's really to keep the community safe. And the abuse is simply too high. So unfortunately, you know, I know this isn't, you know, the best answer to this, but, you know, avoiding bad actors, you know, creating an abusive community. Сообщество без негатива это агрессивщик, как я, но позитивщика. No, unlike the terms we just discussed, hateful slurs can lead to a suspension if they are just used on their own. Личное оскорбление запрещено. When used in explicitly hateful and harassing. Заблокировать лично не оскорбляю. I know it's not a perfect solution, but we are trying to make sure suspension if they are just used on their own. So we do prohibit slurs when used in an explicitly hateful and harassing or targeted manner. I know it's not a perfect solution, but we are trying to make sure that we're creating an inclusive space for everyone. So if there are words or terms you never wish to see on Twitch, you can add them to a term block list. And I really encourage people to. Блин, я забыл. Давайте список блокировки, можно слова добавить. If you're a creator and you don't wish your mods to see which words you've added, you can set individual words to private. Yeah, and essentially what that means, if you're not familiar with the product, is in your blocked terms list, if there are certain things that are like safety words or certain words that like you just don't want to have to explain why that word bothers you, or there's a certain term, you can set it as private. So that word then is flagged and banned in your chat, but it doesn't tell your mods that, so that you can, you know, avoid that conversation. It's a level of safety for you as a creator to be able to take to remove it without having to go into detail with that with your moderators. So if you're looking for moderation tips, we have covered how AutoMod and how all of those safety tools work in previous creator camps. If you haven't figured out by now, Creator Camp is a very helpful place for you. If you're setting up a channel or if you're a user, it's twitch.tv/creatorcamp. There's lots of setting up your stream. There's specific talks about moderation and safety and how to hire moderators. There's one specifically for moderators. So definitely make sure that you check out those resources for you. We've talked about slurs just now. We've talked about найм модераторов и обучение, уроки модераторов. Да. Следующий, next level.
когда будут зарабатывать еще. About the tools. But one thing we haven't talked about is hate symbols, right? And there is a specific section under this new policy that does talk about hate symbols. So can you talk about how we manage and think about hate symbols as it relates to this new policy? Символы какие-то есть. Yeah, and I think it's good to address this given what we've seen over the last few weeks. We define hate symbols as emblems, branding, and gestures that are frequently used to convey ideology or disparage others based on our protected characteristics. So that includes symbols of the Nazi Party, white supremacist group, and other hate groups. And also to confirm, we're going to proactively deny emotes that are hate symbols. So specifically calling out that piece about the emotes. And also, if we become specifically calling out that piece about the emotes, and also if we become aware of the context and other hate groups. Я также хочу что-то там. We're going to proactively deny Что будем заранее отправлять смайлики. So specifically calling out that piece about the emotes, and also if we become aware of the context is suggesting that a user submitted emote is being used in a hateful, harassing manner, we're going to remove that also for our service. And I really want to touch on, and this is something going back to, looking back over the last few weeks, we're also going to assess potentially removing Twitch global emotes from the service when the merge is hateful harassing. So with the policy update, we made the decision also to ban the Confederate flag. And that's specifically given the historic and symbolic association. Что за флаг конфедерации? Прошу прощения, для ознакомительных целей. Никого оскорбить не могу. Ой, не хочу. Флаг А что это такое? Конфедеративный. Это Штаты Америки, когда были еще колониальные, наверное, да? Называемые звезды. Когда он используется? Армия США. Конфедеративные Штаты Америки, типа? Да. Короче, наверное, да, когда время рабства было. 1865. У нас же в 64-м, по-моему, рабство отменили, что-то такое. Не могу понять, не написано что-то про рабство, ну ладно. White supremacy in groups in the United States. Exceptions will be made if it's shown in educational context. В образовательных целях. Я показывал сейчас в образовательных целях исключение. Or in historical set games. Yeah, we also received a lot of questions about how the policy related to usernames. We've talked in the past about what we're doing to proactively remove usernames that could be used for hateful or harassing purposes. So can you talk about what we're doing to help curb those creation of usernames that are made purely for that purpose? Yeah, absolutely. And I want to talk about usernames. This is where I love this intersectionality of tech and human moderation. So really, from a tech standpoint, we have an offensive username machine learning model that runs on all newly proposed usernames and blocks hateful and harassment names from being created. We also maintain a list of tech and human moderation. So really, from a tech standpoint, name machine about. So can you talk about what were the nuances of tech and human moderation? So really, from a tech standpoint, we have an offensive username machine learning model that runs on all newly proposed usernames and blocks hateful and harassment names from being created. We also maintain a list of slurs and offensive phrases that are blocked. Now, while I'm a big fan of machine learning as a great tool to help us with this, it doesn't understand some of the nuances. So we're also going to continue to work on the de-biasing the model to make sure that we're training it to allow to be more positive with the expressions for the LGBTQIA+. ЛГБТ, АКА, это что такое? Лесбиянки,
гомосексуалисты, бисексуалы, трансвеститы, я насколько помню, ЛГБТКА, БТКА. Наверное, вот кто не определился, как они называются, не трансгендеры, как они называются. Мужчины, извращенцы и педофилы, у которых нет возможности свободно реализовать на практике извращенные фантазии пока и или горительных слуг, при этом вхожим в приличные дома, поэтому называешься асексуалом. А что такое бенчелин? Что это такое? Вон бенжелин. Руслан, если ты здесь, знаешь, что такое бенжелин? Я что-то слышал, я извиняюсь, пожалуйста, осуждаю, если вдруг это что-то плохое. Вот я смотрю, бенчелин какой-то тиктокер. Что это такое? Да? Это тиктокер? 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就比冰淇淋速度与激情。早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是ТикТоке просто завирусилось это. Это вот то, что я сейчас смотрел. Привет. Типа бенжелин. Просто мороженое китаец какой-то или не китаец, кто это был? Заклепайте. Ну давай. Соединяйся. YouTube вроде уже восстановился, да? Ютубчик. Не, слетел? Да не, идет. О, и здесь идет, да? И твич вроде не слетел. Что значит заклипайте? Или заклипайте, или закликайте? Что? Извиняюсь, на самом интересном месте. Да. Твич вылетел. Все, нормально все было. Трансу. Сломал. Конечно. Все, идет, все нормально. Твич не вылетел, все нормально. Все, идет. У меня идет. У меня даже как будто бы и стрим не завершался. 57 минут как шло. Это нормально, что у меня интернет полетает. Угу. Стоит денег, чтобы ты с съемки пошел кушать. 100 рублей. Просто попроси, скажи, не нравится мне, что ты семки кушал. А почему ты обводишься? Уже не модератор. А почему Руслан не обводится? У тебя какие-то сообщения обводятся, типа в рамочку, а какие-то нет у меня в трансляции страны. Все. Да, уложу. Я все равно минут через 5-7, максимум 9 завершаю стрим. Кто такие К? ЛГБТК. Гомо, би и гетеросексуальные мужчины, называющие себя как хотят, в зависимости от семени, сперматоксикоза. Интересно, а также всевозможные извращенцы и педофилы. Они никуда не относятся? Короче, мужчины только, да? ЛГБТК относится только к мужчинам? Что за бред? То есть в ЛГБТ сообществе только мужчины состоят, а лесбиянки это же гомосексуальные отношения, нет? Что-то странное. Я что-то не понимаю, но это, наверное, не очень правильно. КА и ПП. А как это называлось? Что такое? Кстати, надо Тёмку жжет посмотреть. Прикинь, Валек, пока Тёмка здесь, в Беларуси, я не знаю, как его нашли, он в онлайнере вошел вот в эту вот монолог. Типа там есть, я тебе, по-моему, скидывал один. Или даже два. Но онлайнере, прикинь, вышел, мне маркел скидывает, но я еще не смотрел. Надо будет как на стриме глянуть. Квир. Под этим зонтичным термином подразумевается любой человек, чья гендерная идентичность не совпадает с приписанной предложением. Также этим словом часто называют... квир, вот. А там как-то называлось нетрадиционно как-то... Нетривиальная личность, или как? Я интервью смотрел, прикольный пацан такой. Ну, мальчик от рождения, кем он себя чувствует, я так не совсем, если честно, понял. Онлайнер. Монолог,
Реальная личность, наверное, так. Вот, Тёмка жжет, прикинь, на онлайнере. Ну, весело. А где этот парень, интересно? Блин, как он... Вот, небинарная персона, вот. Прикольный пацан вообще, я тебе говорю. Вот, небинарная личность. Вот, блин, Руслан, ты шаришь, блин. Офигеть. Как ты это, блин, все в голове держишь? Наверное, чаще слышал, чем я. Я вот первый раз, по-моему, когда наткнулся, такой думаю, что за небинарная личность, интересно. Так, интерсекс. Набор мужских хромосом, не ограничивающийся женской. Вовсе не ограничивается женским XX и мужским. У людей могут быть генотипы XXY, XXXX0. Кроме того, ни одна из этих комбинаций не гарантирует, что человек будет иметь типичное женское, типичное мужское строение тела. Справочные материалы с нетипичной половиной перстника рождается 0,05-1% детей. А как понять нетипичные? То есть я знаю, эти есть, как они? Когда половые органы и мальчики, и девочки есть, как они называются, забыл. Полиаморы. Моногами, которые следуют за прием. Ну, короче, интересно. А гендеры? Идентифицировать бигендеры с мужским и женским началом. Вот, небинарно. Те, кто не хочет интересовать как мужчины и как женщины. При этом у них могут быть черты, которые вообще как типичные, А, вот, то есть он вообще интересный. Более широкий в этом плане. Понимание гендер, пендинг, гендер, паки. Можно перевести как слово. Гендер здесь означает. Короче, жесть, очень много тут это. Я потеряюсь. Давайте чуть-чуть еще посмотрим и спать. I really want to call this out because we did hear feedback on that, and I want to, share with everyone here that our product team, takes this seriously and making sure we're thinking about this with machine learning models going forward. Also, the intersectionality of, proactive detection. So basically, it goes with the actions we take on your reports. So it gets smarter when you send us reports of offensive usernames. So that's where the technology and, your reports are actually intersecting. So I think, again, what I'm trying to say here is that your reports are essential on helping us eliminate, offensive usernames on Twitch. We also have the ability to act on reports of offensive usernames that are found in violation of our community guidelines and are basically indefinitely suspended because of that. Хорошо, что ВиктОр никого не оскорбляет. You didn't ask about this, so but I do want to put a little plug in here about this. Один важный аспект, наверное, его смотрим и все. Something that the community's brought, up multiple times. Блин, что глючит. That we have a dedicated team that is нормально. preventing. Команда, которая возвращение заблокирует. Так, ты забыл слово гермафродит. Вот, гермафродит, да. Делают еще при рождении, так что... А, серьезно? Я думал, что они вот, типа, так и живут. Я в детстве малой, в 93-м году, слышал об этом. Ну, чуть позже, конечно, в 93-м еще не мог осознанно ничего делать. Как и многие из нас. Вот, короче... Мне казалось, что они так и живут, типа, и то, и сё. Прикольно. Там операцию как? Типа, мама такая говорит, я хочу, чтобы был мальчик, да, или я хочу, чтобы была девочка. И что-то одно либо зашивают, либо удаляют. Как это интересно просто, блин. Ну, видишь, я даже не знал, что операцию делают. Я думал, они так и живут с двумя органами. Evasion bans on Twitch. So what you don't often hear about this team because it's their job to stay one step ahead то of есть bad actors. не возвращаются So it means we can't speak much about the effort in this space, so we're not creating a new vector of abuse or a playbook or of evading detection. But I do want to say that we're continuing to invest in this area, how to prevent suspended users from returning to our service so we can keep everyone safe. Yeah, it's really a multi-pronged approach, right? It's not so simple as just, is the username allowed, yes or no, right? We have the machine learning model that tries to proactively... Прикольно. Блин, Руслан, ты вообще, я не знаю, ты энциклопедия. Ну, респект, я, блин, не знаю. Просто, наверное, везде где-то что-то, блин, я не знаю, либо просто так совпало, что я в этой теме супер глуп,
Я не знаю, ну прям восхищение вызывает то, что у тебя много чего в голове информации. Ну, если вдруг что-то надо, ты спрашивай, может, у меня что-то тоже есть. Prevent it, but it's also about the maintenance, right? And maintenance happens from that reporting, right? So we need those users to report it so the machine understands, hey, this was offensive. Let's start learning about this. We have to then do the manual maintenance of making sure that those reports then don't negatively harm, you know, the Black or the LGBTQIA's ability to self-identify on Twitch. We want to make sure that they are able to express themselves through their usernames. And the last part is that proactive, right? As we're learning, we're also learning that when somebody is suspended, what are they doing, and how do we then make it impossible from them to make the username, get banned, and then do it again, right? So we are really doing a multi-step approach when it comes to something that seems so simple, like we'll just ban the username, and it's like, yeah, but there's so much that goes into it, and we really are working on each one of those processes to make it better and more difficult for bad actors to make those hateful usernames. Yeah, Aaron, just one thing that to me, it's a virtuous cycle about proactive, reactive, and to your point, I think you really called out a really good point, and that, you know, the ML feeds into kind of how we think about it, and then the reports actually feed back into the ML, so we're continuously learning from it. Yeah, and it definitely will continue to get better as time goes on and as it starts to learn. So I feel really positive. I feel really good about the future of that specific problem and what we're doing to solve it. So we've talked about the slurs, we've talked about hate symbols, we've talked about the usernames. And one of the things that comes up when we're starting to talk about the way that people act and interact with each other on Twitch. Все, про имена это мы посмотрели. Все, ребята, респекты, пистолеты и все дела. Доброй ночи снова. Увидимся. Когда-нибудь мы закончим. Тут, по-моему, 3 урока осталось. Кроме этого, но этот самый длинный, как мне кажется. 32 минуты надо запомнить. Ну, 33, если что, перемотай и назад. 33 хорошая цифра. По-моему, тут 3. А, я сейчас развернуть же могу. Зачем мне это? Потом смайлики. 2 главы сейчас. Смайлики какой? Не длинное видео. 4 минуты. И потом авторские права. 6 раздел. Блин, здесь еще 1:05. Капец, мы будем изучать просто. Это с чего начать? Потом смотрите, еще есть музыка на твич. Начало трансляции, правила и положение. Короче, мы, наверное, посмотрим про музыку, про потом начало трансляции, потом посмотрим монетизация, музыка и бренд и увеличение сообщества. И все, и больше ничего не надо. Я думаю, мы будем знать все о твиче, просто больше и не нужно. Вот, здесь мы были. Все, тогда до свидания. Был рад очень, что вы присутствуете. Когда мы изучим Twitch, мы начнем просто фигачить вообще жестко. Особенно монтажом видео. Это очень интересная трансляция была. Когда я завершу все свои дела, ну, вы просто наблюдаете за моей жизнью. Я делаю то, что мне нужно. А потом буду стараться для вас что-то делать. Ну и параллельно, живя на стриме, что-то для вас делаю. Я думаю, блин, что мне у вас что-то было. Вроде все нормально. Пока-пока, да.